Ничего не подозревая, она купила дом с огромным военным бункером на заднем дворе. Это была гигантская конструкция из металла и бетона, которая долгие годы находилась под землей. Потайную дверь в этот бункер в своем саду ей удалось найти не сразу. Вход в этот огромный металлический бункер открыл перед ее удивленным взором тоннель длиной почти 100 метров. Этот вход они с мужем нашли, когда были заняты капитальной уборкой в собственном доме. Они только что купили дом и все еще были заняты приведением новой собственности в порядок. Но от этого открытия их волосы на затылке встали дыбом. Они решили провести расследование. Пол на кухне какое-то время казался им самым обычным, но когда они увидели металлический люк под одним из шкафов, они были совершенно потрясены. Потому что, когда они купили дом, там было пусто. Всю мебель забрали прежние хозяева. Всю, кроме этого кухонного гарнитура. Он находился над люком, и даже ковер был уложен ровным кругом поверх металлической створки. Шкафы отодвинули в сторону, и крышка люка открылась. И то, что они нашли внутри, было невероятно. Женщина подумала, что там может быть небольшой подвал внизу. Когда шкафы отодвинули и дыра открылась, домовладелица Линдси с трудом могла поверить в то, что увидела. Но то, что она обнаружила, было совершенно невероятным. Это ее шокировало. Она подумала, что это могло быть место, где бывшая семья, возможно, держала секретный винный погреб. Дыра уходила вглубь земли примерно на 30 метров. С края ямы свисала старая ржавая лестница. Пришло время узнать, что находится в глубине этого тоннеля. В тот момент никто не мог предположить, что этот тоннель приведет к огромному бункеру на заднем дворе. Это было настолько узкое отверстие, что ее муж Флинт едва мог пролезть через него. Линдси страдала клаустрофобией и решила помогать мужу сверху, не подвергая себе опасности. Она светила фонариком, а муж исчез в темной дыре. «Ты уже что-нибудь видишь, детка? Это винный погреб или что-то еще?» — спрашивала она мужа, пока тот пытался найти дорогу в темноте. Поскольку там было совсем темно, Флинт был рад фонарю, которым светила ему вслед жена. Спустившись на дно шахты, он увидел длинный туннель, наверное, метров 100 длиной. Флинт побежал по туннелю, а Линдси следила за ним по рации над землей. Она чувствовала себя в безопасности в то время, как между ними было около метра грунта. Она все еще могла отчетливо слышать мужа. «Что ты видишь, дорогой?» Вскоре туннель вышел за пределы дома, и муж оказался на заднем дворе. Под ногами Флинта лежал длинный прямой коридор, вдалеке которого виднелся свет. Отверстие, которое ведет наружу? Или здесь висела лампа, горевшая уже много лет? Вскоре муж увидел подсказку и последовал за ней к источнику света. Это был длинный желтый силовой кабель, который пролегал по дну туннеля. Флинт информировал жену обо всем, что он нашел, через рацию, но в этом не было особой необходимости, потому что она скоро присоединилась к нему и приняла участие в поисковой акции. Она прекрасно слышала его сквозь почву заднего двора. «Мне кажется, я стою прямо над тобой», — громко крикнула она в траву под ногами. И тут исследовательская удача ожидала и ее. Прямо перед ее ногами из лужайки торчал небольшой кусок бетона. Бетон находился между камнями, поэтому она его не замечала раньше. Но этот маленький серый кусок камня явно был сделан руками человека. Она позвонила своему брату, и пока ее муж продолжал свой путь под землей через туннель, чтобы посмотреть, что ждет его впереди, они с братом начали копать сверху. Они посмотрели в откопанную ими дыру и увидели ее мужа Флинта, стоящего в полутьме. И это было не единственное, что они только что откопали. Флинт сказал им, что здесь находится большая железная дверь, но он не сможет открыть ее самостоятельно. Линдси и ее брат прыгнули вместе к нему в яму. Линдси все еще немного боялась. Некоторое время она сидела на краю ямы, прежде чем, наконец, сделать решительный шаг. Теперь они все оказались в туннеле. Втроем они попытались выломать дверь. Это было чрезвычайно сложно. Что скрывается за ней? Как могло случиться, что под их домом был огромный туннель, а они об этом не знали? Линдси на мгновение замолчала, с изумлением глядя на длинную трубу, в которой она только что оказалась. В голове у нее гудели вопросы. Это было потрясающе, и она не могла поверить, что все это находится в ее собственности. «Ты собираешься нам помочь?» — услышала она крик мужа. Все трое изо всех сил дернули ржавую дверную ручку, и дверь с громким грохотом распахнулась. Что это было за место? Они сразу поняли, что здесь жили люди.
Менее чем в метре за дверью находился следующий ключ к разгадке этой великой тайны. Две баночки с испорченным до неузнаваемости содержимым. Комната была полна старых банок и бутылок. Это означало, что эти бутылки видели войну. Был ли это старый военный бункер? Судя по этикетке, все они были наполнены виски и ромом, и больше всего ее поразил год, когда эти бутылки были изготовлены. 1945. Этим бутылкам было более 77 лет, воскликнула она в изумлении. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.